Душегрея – это верхняя одежда изначально. Само значение слова «душегрея», да, это старинная праздничная русская одежда, которая одевалась на верхнюю часть тела, то есть грела душу, грела сердце. То есть и в этом слове она настолько емкая оказалась, и про одежду, и про праздник, и про душу, и про греть. И оно настолько отражало мое творчество и отражает до сих пор, что я считаю, что это название, которое 100% отражает суть бренда. Создание коллекций, что хотелось бы сказать. Во-первых, здесь, скажем так, два направления есть. Во-первых, мы фэшн-бренд, во-вторых, мы должны быть коммерческими. Поэтому, когда мы готовимся к показу, мы на каждый сезон готовим около 7 капсул, которые, в принципе, достаточно полноценные. Одни из них очень большие получаются, а какие-то поменьше. Какая-то одна тема, она становится главной в сезоне, да, это тема, на которой будет показ. Силуэты зависит от темы показа. Да? Если мы работаем над японской историей, ведущим силуэт будет связан с японской темой. Если мы работаем над русской темой, силуэт, конечно, будет другой. То есть силуэт, которые для показа идут, сначала обусловленные темой коллекции. То есть мы очень глубоко копаем и литературы, и материалы, и рисунки, и что-то отрисовывается, ну и что-то многое отрисовывается специально под коллекцию. Идет такая достаточно глубокая творческая работа, и какие-то вещи, которые будут потом на подиуме, они больше про искусство, чем про коммерцию. Это, знаете, такая просто как спектакль, как красивая сказка, как то вдохновение, ради которого интересно шить просто коммерческие вещи. Оттуда потом значительная часть все равно уходит в коммерцию. Как ни странно, 80% уходит. То есть все-таки мы бренд с высоким градусом моды, но в то же время коммерческий. Вот у нас такая для меня радостная история получается, как для автора. Хотя, как ни странно, наша публика, она все более и более открытой, экспериментным становится. У нас было несколько таких открытий, когда мы делали, отошьем чисто окно в витрину. Или чисто на показ это шьем, и вдруг эту вещь начинают спрашивать, и мы ее шьем не 10 штук, не 30, а 300. Хочется очень красивое десятилетие бренда. Готовимся, как раз у меня собирается коллекция. Я те коллекции, которые участвуют в показах, я их не продаю, они у меня собираются в музей. Хочется сделать выставку, конечно, я мыслю категориями на год, на 2, на 3 вперед. Есть такое, конечно, без этого нельзя. Я всю жизнь мечтала быть художником-модельером, и даже когда занималась в театральной студии, мы там шили очень много костюмов, и исторических, и всяких разных, в зависимости от спектакля. И все мои тетрадки были изрисованы моделями одежды. Я вообще не сомневалась, что я буду модельером, дизайнером одежды. Но в какой-то момент я посмотрела фильм «Сельская учительница» и решила, что я поеду в деревню, буду учить детей. Таким образом, меня резко вдруг в другую историю занесло, но отучившись год педагогическим, я поняла, что это вообще не моя история. Я, конечно, закончила, получила образование над тем, но там я посещала уроки рисования и литературу, 2 моих любимых предмета было. И потом, сразу после педагогического, я пошла в колледж имени Фаберже и как раз на художника по ткани. И какое-то время, несколько лет, занималась только тем, что рисовала. Это был батик, рисовала много, вернисаж, выставки всякие, такая свободный художник на вернисаже. И в какой-то момент я опять вернулась к своей мечте, к одежде. От того, что я очень любила учиться, я каждый год 2 каких-то курсов всегда заканчивала. То это были по росписи, по рисованию, по всяким рукоделиям, по конструированию, в моде разные. То есть я очень много курсов закончила. У меня нет, институтского образования в плане дизайна одежды. Да? У меня получается педагогическое, художественное, но это другая история. Но я этот недостаток знаний, у меня
есть некий комплекс недоучки или самозванца, его еще называют. Я поэтому все время доучиваюсь, учусь и доучиваюсь. То же самое и с бизнесом на самом деле. Вот, ну, скажем, жилка у меня это была, интуиция была, знаний я все время добирала. Я тоже заканчивала очень много разных курсов тематических по разным направлениям. Есть еще такое понятие в моде, как трендсеттер, да, ты как бы чувствуешь, что люди потом захотят носить. Вот это ощущение, предощущение, чего хочется, оно есть. Когда оно еще кладется на определенные знания, то тебе, в принципе, становится более-менее понятна картина, куда двигаться. Когда вы растете по чуть-чуть, лучше всю свою прибыль, допустим, вкладывать. Вот особенно здесь нужно идти, знаете, шаг вперед, два назад, потому что любой инновационный путь развития, он такой, это проверка почвы под ногами. Я сюда сделала шаг, как работает, не работает. Отрабатываются вложенные деньги или усилия, не отрабатываются, уходишь назад, идешь в другую сторону. Когда мы берем деньги вот такие легкие, чужие, не чувствуя их вес, то мы очень легко идем и вкладываем их не в то направление, которое работает. Вот такую ошибку я сделала с душегреем на самом начальном этапе, потому что ты кредитные деньги не так чувствуешь, как свои. Как говорится, берешь чужие, отдаешь свои. Вот свои, они для тебя имеют больше вес, чем чужие, поэтому вот не советую брать кредиты. Мне хотелось такое производство наше внутреннее, которое позволяет выполнять все творческие задачи максимально быстро и с максимальными возможностями. Мы этого достигли. У нас есть вязальный цех, печатный, причем печатный цех у нас есть станки, которые печатают оборудование на натуральных тканях, на искусственных. Вот. Мы у себя занимаемся чем? В основном мы разрабатываем образцы. То есть занимаемся творческой составляющей, плюс все технологические вот это вот карты, написание, создание лекал, написание технологических карт и вот, в общем, созданием коллекций. И отшивом у себя небольших партий, то есть образцы и небольшие совершенно партии. Печатный цех у нас 4 станка, вот, и мы все, из чего мы шьем, мы печатаем у себя. Эти запечатанные ткани уже отправляются на производство, которое работает на давальческом сырье от нас. То есть это производство компаньон, который же отшивает достаточно большие партии. 400, 500, 600, до 1000 там в разных дизайнах, в разных цветах может быть. Многое решается по ходу пьесы, да, очень много все равно такого ручного управления у нас. Мне это нравится. Вот, и мне не хочется все автоматизировать, да, автоматизации, не знаю, как еще сказать. Вот, в этом есть жизнь, в этом есть какая-то вот другая история человеческая, мне это нравится, и пока мне все устраивает. Да, есть какие-то произведения, я вижу, уже обычно это зрелых художников, сложившихся, и если мы не знакомы, то мы находим автора и спрашиваем, на каких условиях мы могли бы с ним посотрудничать, и находим какую-то точку соприкосновения. Вот. Есть какие-то моменты, когда я прошу художников в своем стиле, своей рукой нарисовать мне на определенные темы. Мы стараемся делать показы всегда самостоятельные, то есть мы ищем площадку, которая подходит под тему показа. Это в основном всегда продумывается. Коллекция «Царская невеста» с видом на Кремль, ГУМе, да, чтобы вот этот Кремль за окном был виден. Коллекция по «Алисе в стране чудес», история одной девочки, которая жила по своим правилам. Театральная сцена, библиотека, то есть вот все такой артист, то есть это была история уже, то есть площадка, участники, драматургия, да, назовем ее так, потому что у нас каждый раз показ это некое шоу. Наш магазин брендовый, монобрендовый, находится возле Третьяковской галереи, метро Третьяковская. Место я выбирала специально. Во-первых, я там училась педагогическому, во-вторых, у меня там была первая мастерская рядом художественная. И вообще мне это место Замоскворечья очень близко. Я очень люблю и Ордынку, и Большую, и Малую, и вот эти все там улочки, переулочки, закоулочки. Это прям вообще мое любимое. Я начинала делать то, чего не хватало мне самой. У нас, в принципе, в России всегда был культ одежды. У нас принято всегда было красиво одеваться. И то, что у нас сейчас одето в основном в черное, серое, то это в основном черное, да, это, в принципе, навязанная культура, это не наша культура. Вот у нас сколько, вот, если почитать записки разных, да, вот путешественников, что вообще невозможно было понять на базаре, кто перед тобой, крестьянин или барин.
насколько красиво всегда все одевались. Нам не хватало цвета, люди в красное, в яркое, в цветное одевались. И это нам по менталитету, мы же ближе к Востоку, правильно? Мы такая часть Европы, часть у нас Азия совсем, но мы все равно по внутренней составляющей ближе к Востоку. Вот. И, видимо, я просто дала тот цвет, которого мне не хватало самой, ну и который, в принципе, в нас заложен генетически. Нам нужна яркая одежда. У нас вот клиенты в Эстонии были, они начинали брать магазин в Таллине. В первую коллекцию они взяли все очень сдержанную. Очень сдержанную, города, серая такая, хотя у нас мало серого, но вот они выискивали все серо, хаки, вот такое синее, все очень спокойное. И чуть-чуть взяли яркое попробовать, там чуть-чуть. На следующий год они взяли уже наполовину яркого и вот меньше. В этом, ну, до последнего, когда можно было еще делать поставки, то есть они взяли все только яркое, причем очень смелое, очень яркое. Они сказали, вы научили наших людей не бояться цвета и одеваться ярко. Вот такое вот произошло.